Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я вам покажу, как шить чехол из бархата на бутылку шампанского. Давно меня просили снять этот урок, и сегодня у меня для этого нашлось время. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится сам реквизит. Это бутылка, бархат у меня стрейч, вот такая красивая ткань. Мне понадобится некоторый декор, иголочки, и буду я прошивать, все сшивать на машинке. Я беру бутылку и укладываю на ткань. Здесь я оставляю примерно 2 сантиметра. Это мне надо будет на шов. И вот так обворачиваю бутылку. И примерно смотрю, где мне надо подрезать. И вот иголочками отмечу. Именно этот прямоугольник я сейчас вырежу. Забыла уточнить, ткань у нас тянется по бутылке. Вот именно по бутылке, не вверх. И отмечаю другую сторону. Вот здесь оставляю. Вот здесь у меня бутылка заканчивается. И оставляю примерно еще 3 сантиметра. Сейчас отмечу. Вот так вот. Здесь у нас отмечена ширина, здесь у нас высота. Для удобства вот так складываю ткань вдвойне и вот вырезаю. Чтобы все было ровно, еще вот так подколю, чтобы нигде ничего не съехало. И также подколю вверх. И вот этот прямоугольник вырезаю. И продолжаю работу. Убираю все иголочки. И ткань желательно, чтобы ворс у нас смотрел вниз. Вот у нас бутылка так будет, ворс у нас смотрит вниз. Укладываю бутылку на ткань и будем все подкалывать лицевой стороной внутрь. Совмещаем края. Здесь очень важно все совместить и сделать ровненький шов. И сейчас постепенно вот так все натягиваю. При этом слежу, чтобы все края были одинаковые и ткань равномерно натянута. И подкалываю, чтобы ткань на бутылке не болталась. Кто делает много бутылок, конечно, желательно делать лекало. Если кого-то интересует, напишите мне в комментариях. Я покажу, как сделать лекало, чтобы подходило под бутылки, потому что все бутылки примерно одного размера. И продолжаем работу, подкалывать все по бутылке. Ближе к горлышку у нас убирается больше ткани, также все натягиваем и все подкалываем. Следим за тем, чтобы у нас все было ровненько. И продолжаем работу. Для удобства можно здесь все выровнять, смотреть, чтобы шов также все равномерно располагался. И вот здесь подколоть, чтобы уже ткань никуда не убегала. Начать вот с этой стороны. И продолжаю вот так медленно все подкалывать. Если вдруг кажется, что ткань не слишком натянута, раскалываем иголочку, убираем и по новой все идем. И вот здесь также мы все вот так убираем. Ой, укололась, извините. Бывает и такое. И здесь также мы все вот так по бутылочке, по горлышку, так, не знаю, видно вам или нет, все убираем. Так, здесь я подчистила, это я немножко укололась, и меня там крови чуть-чуть испачкала. И вот так все мы с вами подкалываем. Здесь можно присобрать чуть-чуть и все убрать лишнее.
И вот что у нас получается. И если результат вас устраивает, можно подшивать. Здесь у меня примерно остается 3-4 сантиметра. Это в зависимости от того, какая обработка у вас здесь будет. У меня здесь будет резиночка. Я вот сложу ткань вот таким образом. Можно сложить таким образом, прошить и внутрь ставить резиночку. Или вот у меня вот такая резинка, и я просто буду натягивать и подошью. И когда чехол буду одевать, он будет у меня здесь прятаться, вот эта резинка будет натягиваться. Но я чуть позже все покажу. А сейчас берем иголочку и все сшиваем. Наметываем, чтобы подрезать лишнее и посмотреть, как у нас лег чехол на бутылку. Постепенно снимаем иголки и все наметываем. Возможно, это видео займет немножко больше времени, но мне хочется все подробно объяснить и еще рассказать, какие варианты есть. Но если интересует, задавайте вопросы, буду снимать видео и каждый вариант буду показывать отдельно. И продолжаем работу. Если кто будет заниматься чехлами, то можно заранее сделать выкройки все, потому что бутылки примерно все одинаковые. И молодоженам даже не надо будет предоставлять бутылку. Как бы можно иметь пустую бутылку всегда на всякий случай и шить чехлы, как бы натягивать на бутылку, если молодожены дают размеры. Потому что ткань чуть больше, чуть меньше всегда можно натянуть на бутылку. Вот я продолжаю работу и в это время еще что-то вам рассказываю. Вот я уже перешла к горлышку и также все натягиваю и подшиваю. Да, и насчет съемных чехлов, как бы их можно шить и просто отсылать без бутылки. Если молодожены купили, то чехол сшить. Как я уже говорила, все бутылки примерно одинаковые, потому что пересылка, например, 2 бутылок дороже обойдется, чем просто 2 чехла, которые можно одеть на любую бутылку. И продолжаю работать. Вот я теперь дошла до верхушки. Здесь я сделала маленькую закрепку. И сейчас попробую, так, подниму камеру повыше, попробую вам показать, как это сделать. Вот я вплотную еще немножко прошиваю по бутылке, чтобы все закрепить. Оставляю где-то 1,5 сантиметра. Теперь вот так укладываю и вот собираю вот такой треугольничек. Вы видите? И также его прошиваю. И на той стороне, на лицевой, там все красиво должно сложиться. И вот что у меня получается. Все у меня красиво натянуто. Теперь я чехол снимаю. Отодвигаю бутылку. Выкладываю чехол на стол. Ровно все складываю. И теперь мне надо вот по этим швам прошить на машинке. Обычно я еще делаю 1 мм, отступаю внутрь. Так еще больше будет все натянуто на бутылку. Сейчас я возьму машинку и все прошью. И, конечно, вам покажу. Я начинаю шить с верхушки. И вот 1 мм убирая, буду спускаться полностью по всему чехлу. Ширину стежка лучше сделать поменьше. У меня это вот 2,5. И когда мы перемещаем, вот меняем положение, так мне неудобно одной рукой, но я вам покажу. Иголочка должна быть внизу. И вот теперь мы можем повернуть и дальше продолжать шить. И прошиваем. И еще одно уточнение. Когда вы прошиваете на машинке, ткань натягивайте, иначе она может посадиться, и когда вы будете натягивать чехол, ниточка просто лопнет.
Я прошила. Теперь лишнее я подрезаю, оставляю небольшой припуск. И продолжаю работу. И, конечно, убираем нашу наметку. Все почищаем. И продолжаю работу. Теперь разворачиваем чехол и будем примерять. Вот, верхушка у нас получилась красивая. И полностью чехол вот у нас идет по бутылке. Шов у нас идет или в разутюжку, или на одну сторону, чтобы он красиво лежал. У меня там оставалось чуть-чуть наметки, поэтому он некрасиво лег. И вот вы видите, что у нас получилось. И у бутылки есть один шов, но пусть вас это не пугает. Позже я его скрываю под декором. Вот, например, видите, у меня тут вот такая полоска и цветы, и его совсем не будет видно. Сейчас приступим к обработке низа. Здесь у меня примерно 3 сантиметра, но вы смотрите, чтобы вот это углубление, каждая бутылка немножко разная, чтобы вот все уходило вот сюда. Можно чуть побольше, но мне вполне этого хватит, чтобы пришить резинку и все затянуть. Резинку я буду пришивать сверху, и резинку, конечно, лучше пришивать зигзагом. Если вы не пришивали, сейчас я покажу вам, как это сделать. Я беру край резинки и вот совмещаю его сверху. Здесь просится, конечно, я говорю, побольше немножко ткани, но буду исходить из того, что есть. Я ее натянула чуть, поэтому мне чуть-чуть не хватает, но для бутылки все будет прикрыто. И вот вы видите, все совмещаю, оставляю вот немножко, вот чтобы торчало вот это. Вот это я вам показываю. Для работы оставляю только одну иголочку. Мне одной рукой неудобно делать, но сейчас я вам все покажу. Нижнюю ткань мы просто ровно укладываем, а верхнюю резиночку мы вот так натянем. И когда мы прошьем все зигзагом, отпустим, и это все натянется. Конечно, одной рукой неудобно, но все же рискну. Вот резиночку я натянула, и сейчас зигзагом все прошиваю. И вот сзади у меня там все собирается. И продолжаю по кругу шить. Резинка у меня подшита. Вот вы видите, низ уже стянулся. И сейчас примерим чехол на бутылку. Так, камеру повыше. И одеваем. Вы видите, резинка вот все уже стягивает внутрь. И здесь у нас полностью все закрыто. Чехол у нас ровно лежит по бутылке. Резиночку, конечно, лучше брать такую белую, простую. Она у меня вот широкая, поэтому вот подгибается. Но это ничего страшного. Если вас интересует именно лекало по бутылке, пишите мне в комментариях. Мне надо будет делать еще 2 чехла, поэтому я вам покажу, как сделать лекало, чтобы было у вас в наличии. Просто начертил, вырезал и сшил и украсил. Надеюсь, урок вам понравился, был понятен. Если вдруг что-то непонятно, пишите, задавайте вопросы, всегда рада ответить. Если понравился, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписываться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. И в следующем видео мы с вами будем делать декор. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.